Здравствуйте, друзья! Сегодняшнюю самоделку я еще нигде не видел. Поехали. Ребята, у тещи второй раз поменял станцию водоснабжения. Опять сплавилась помпа. Так что скоро будет самоделка из насоса, как и мой гриндер. Еще скоро буду менять водонагреватель. Присмотрел отличную фирму. Минутка внимания. Если вы, как и я, присматриваете накопительный водонагреватель к себе в дом или квартиру, основные требования к бойлеру у меня такие, чтобы был надежным, недорогим в обслуживании, тихо работал и электроэнергии поменьше потреблял. А еще, чтобы был не китайским. Это реально беда, потому что кругом вроде сплошь европейский Electrolux, Thermix. На деле и разрабатывают и производят их в Китае, и в Европе не продают, потому что все очень плохо с качеством материалов, технологиями производства и так далее. А Electrolux вообще просто шильдик на китайском бойлере, наклеенный ушлыми русскими коммерсантами. Коротко о главном. Остановился на бойлерах с сухим стеатитовым теном. Такие штуки разработала и запатентовала французская компания Atlantic. И это, на минуточку, самый популярный в Европе производитель водонагревателей. Обычный мокрый медный тен в типичном китайском бойлере надо менять раз в 2-3 года. А вот современный сухой стеатитовый во французских бойлерах Atlantic не чаще одного раза в 20 лет. Магниевый анод под замену у китайцев через полгода-год. У Atlantic вдвое реже, через 2 года. Потому что накипи получается примерно в 4 раза меньше. В итоге обслуживание бойлера Atlantic выходит в 3 раза дешевле, чем типичного китайского нагревателя. С качеством у Atlantic полный порядок. Гарантия на бак при своевременном обслуживании аж 8 лет, а не 5, как у типичных китайско-русских электролюксов. Касательно электроэнергии, у Atlantic самый высокий класс энергоэффективности среди всех бытовых бойлеров. Ну а самые тихие бойлеры Atlantic потому, что твердая накипь не скапливается на защитной колбе тена. Шуметь просто нечему. Ссылку на европейские бойлеры Atlantic я оставлю в описании. Там же очень подробную статью о том, как выбрать водонагреватель. А мы продолжаем. Сегодня мне понадобится совсем мало комплектующих. Муфта М14 с обрезком шпильки или болта. Подшипник с внутренним диаметром 12 мм и внешним 32 мм. Обрезок болта и гайка М12. Муфта М6 и болт под шестигранник под нее. Обрезок старой трубы и пару отрезков металла. Один отрезок толщиной 3 мм, а второй 5 мм. Ну, думаю, подойдет и 3. Просто у меня такие были. Заторцевал края обрезка на самодельном гриндере. Разметка будет точнее, а сама деталь будет аккуратней. На 5-миллиметровом отрезке делаю разметку под шпильку М12. На нее будет потом одет подшипник. Сначала с помощью сверла малого диаметра, а потом и большим делаю отверстие под нарезку резьбы М12. Можно, конечно, без нарезки резьбы, но думаю, так будет точнее. Самым крупным сверлом у меня сделал фаску в отверстие. На шпильке тоже снял фаску. Это поможет лучшей проварке. На гриндере все никак не успеваю сделать его доработку, торцую и обрабатываю отрезок трубы. Он будет в качестве хомута на подшипник. Подшипник у меня меньшего диаметра, чем внутренний диаметр трубы. Поэтому решил вырезать часть трубы и обжать подшипник. На помощь пришел обычный хомут, оказался очень удобным. Обжал им и сейчас заварю половину шва. Вот такой хомут пока получился. Сделал на пол диаметра, еще пропил. Муфта М6 пойдет в качестве зажимного крепежа. Приварю и сделаю тоже пропил. Электродом двушкой аккуратно со всех сторон обвариваю муфту. Получилось нормальком. Болт под шестигранник у меня, к сожалению, только такой. Поэтому решил сделать резьбу ему до конца. Ну и потом уже отпилю по размеру. Все идет как по маслу. Вообще-то и идет оно по маслу. На кусочке металла трешки, как и на первом, сделал такую же разметку, но уже под резьбу М14. Все по примеру первого. Сверлю, снимаю фаску своим самодельным станочком из прошлых видео. Я даже уже забыл, что такое дрель после создания этого станочка. Доставал ее очень давно. Ну вот, все готово к сварочным работам. Обварю, красивенько зачищу, и все будет чики-пуки. Хомут приварю по центру, к отрезку со шпилькой М14.
Ну вот, прихватил. Теперь обрежу по размеру хомута и обварю по кругу его. Вот что получилось. Сварщик, конечно, я от бога, но сейчас все зачищу и будет все четенько. Пусть пока постоит, пусть пока остынет. Зачистил вторую железку со шпилькой М12 под подшипник. К ней с другой стороны приварю отрезанную под размер муфту М14. Ось вращения муфты относительно оси вращения шпильки смещена примерно на 3 мм. Вот уже готовая деталь. Все подровнял, шпильку обрезал под размер, швы аккуратненько обработал болгаркой. Вторая деталь тоже полностью готова. Мне нравится, все сделал аккуратно, получилось надежно и красиво. Сейчас все покрашу. Собираю. Все очень быстро и просто. Через шайбочку на 12-ю шпильку идет подшипник. Гайку я отторцевал и сделал ее немного потоньше. При полной затяжке все отлично вращается и без каких-либо помех. Ответная часть с хомутом идет на подшипник, и все это дело обжимаю. Все, сборка закончена. Остается просто навернуть на болгарку и установить обычную насадку, которая очень популярна и используется как на дреле, так и на болгарке. Я специально взял у знакомого бошевскую эксцентриковую шлифмашину, чтобы сравнить ее работу и вибрацию. При удержании шлифовочной площадки рукой она не вращается. Ход площадки хорошо ощущается. Ход эксцентрика примерно 2-3 мм. При небольшой нагрузке вибрация уже становится немного больше. При шлифовке с нажатием вибрация в руку передается весьма ощутимо. На приспособе при удержании рукой площадки чувствуется намного большая мощность. Смещение эксцентрика я сделал 3 мм. Площадка также совершенно не вращается. Пробовал как на полных оборотах, так и на малых оборотах болгарки. Конечно же, на полных вибрация немного побольше. Вернее, не вибрация, а частота вибрации. По шлифовке мощность заводской составляет 220 Вт и 12 тысяч оборотов в минуту. К сожалению, на этой машине она не регулируется. Сравнение проводил с 40-й шкуркой и там, и там. Самоделка для моих целей вполне подходит. Покупать за 5000 рублей отдельный электроинструмент для нечастых использований совсем не хочется. Приспособа обошлась практически бесплатно. Принцип работы у них одинаковый. Единственное различие в мощности. Но это же плюсик. Конечно же, доработать ее можно, а именно сделать кожух для безопасности. Но если человек не дурак, то руки туда совать не будет. Позже сделаю более точный балансир методом подбора, но и сейчас достаточно все неплохо. Эту приспособу можно использовать не только для УШМ, но и для дрели, просто вкрутив в гайку М14, входящий в комплект насадки штырь под патрон. Смотря для каких целей использовать. Штука получилась весьма универсальной и очень простой. Мне очень понравилось. Буду использовать ее. Ребята, здоровья и удачи вам и вашим близким. Спасибо огромное за просмотр. До свидания, друзья.